Всем здорово, легенды! Вы спросите меня, почему легенды конкретно? Ну, потому что за ДКшника, а тем более за Анхолика, кто еще может играть, правильно? Сегодня у нас PvP-шный гайдец на Анхоле ДК, соответственно, в рамках сервачка Sirus X3. Мы поговорим с вами про билдачок, а именно про таланты и про символы. Разберем выбор лучшей расы, поговорим про чарки, про камни, про шмот в целом, ну и, естественно, геймплейные аспекты тоже затронем. Я думаю, PvP-шное противостояние на парочке арен тоже разберем. Значит, всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Начнем с талантов, соответственно, покажу вам те самые вариации, которые, в принципе, нам доступны, и те таланты, которыми можно жонглировать, перекидывая между собой соответственно. Во-первых, талантыч Эпидемия, соответственно, продлевает время действия наших болезней на целях. У нас всего 2 поинта, и вот в двойку я бы данный талант вот совсем не брал, мне это прямо не нравится, и иногда я даже полностью от него отказываюсь и не беру вообще. Какая логика у этого всего, спросите вы? Ну вот мой геймплей за Анхоле ДК заключается в том, что если я начинаю туннелить какой-то таргет, я всегда буду нажимать в него ледяные оковы и всегда буду стелить под ним лужу, замедляющую за счет удара чумы. Ну, то есть вы понимаете, что 2 кнопки, которые позволяют нам как раз-таки болезни на цель наложить, и так постоянно и перманентно в цель прилетают. Соответственно, нет смысла продлевать за счет таланта время действия этих болезней, поскольку они всегда будут по новой на нем настакиваться. Потому что в моей логике геймплейной постоянное замедление по противнику невероятно сильно душит и мешает оппонентам играть. Опять же, понятно, что ледяные оковы сами по себе замедляют, удар чумы замедляет за счет таланта осквернения, лужу раскидывая, да, бот противникам, тоже дополнительно еще замедляя, и суммарно он вообще практически на месте стоит. Плюсом, немножко забегая вперед и байтя вас на гневные комментарии, я отказался от символа на мор, символ болезни, который обновляет время действия доток при прожатии мора. Опять же, исходя из той самой логики, что болезнями я и так постоянно цель заражаю, следовательно, вам для себя нужно определить, если вам ближе моя вариация геймплея, то можно вообще эпидемию не качать. Если же вы хотите прямо на всех противников постоянно раскидывать мор, если мы говорим про БГ, например, то, естественно, эпидемию в двойку нужно брать и прокачивать ее, да, на максимальное время действия болезней. Опять же, вспоминая БГ, еще вам расскажу про бродячую чуму. Тоже ее выкачиваем на 3 из 3, если мы говорим про массовые PvP-шные бои, 100%, потому что тупо будет больше урона, понятное дело. Если мы говорим про арены, можно выкачивать также на 3, можно отказываться полностью, можно отказываться частично, если вы, допустим, хотите себе на коне бледно взять талантик, как я вот это сделал, либо полностью отказываясь от бродячей чумы, еще выкачивают жатву. Мне талант жатва нравится, но почему я его не использую? Потому что на Сирусе он багнуто работает. Вот можете в комментарии, не знаю, написать для тех, кто мне не верит, если тоже сталкивались с этой проблемой. Иногда вы себе руны смерти как бы конвертируете, да, за счет данного таланта. Они у вас как бы не на КД, но прожать спелл вы почему-то не можете. В принципе. То есть руны есть, возможности нажать спелл нету. А иногда это работает адекватно, и у вас те же руны тратятся. Короче, меня это невероятно сильно раздражает, и если что-то не работает, хотя должно, ну, как бы у меня трясочка прямо лютая происходит, и чтобы ее не было, я отказался от таланта жатва полностью вообще. Хотя, условно, если мы говорим про какой-нибудь Warmane сервачок, там я жатву мог бы и спокойненько взять. Ну и поскольку мы от всех 3 поинтов в жатве отказываемся, они могут улететь как в бродячую чуму, все 3 единицы, как, допустим, двоечка может улететь на коне бледном, оставить здесь одну. В общем, видите, этим можно жонглировать. На коне бледном, опять же, очень вкусный талант, понижает по вам время действия станов и фера, и также еще увеличит вам скорость передвижения верхом. Для БГ, опять же, вот эта приписка про скорость передвижения супер полезна, можно догнать вообще кого угодно. Если мы только арены рассматриваем, это уже не так роляет, но вот именно понижение времени действия станов, да, это вкусно. Плюс ко всему, на коне бледном работает с нашим мета-сокетом, который мы можем себе в шлем вставлять. Я данный сокет не использую, я беру себе сокет на крит, но тем не менее вы можете вставить себе в шлем гем, который понижает тоже время действия станов, аналогично, короче, работает, и это все вместе синергирует. И третьим параметром, который еще сверху синергирует со всем этим делом, это расовая пассивка орков. Опять же, на классическом личе всегда так было, на Сирусе сейчас я не знаю, какое конкретно созвездие дает, и дает ли резист к станам, но если мы вспоминаем про базовых орков, у них всегда пассивно урезалось время действия оглушения по ним на то ли 10, то ли 15%. И также вместе работало с талантом на коне бледном и с гемом, который в шлем мы вставляли. Ну и по итогу вы понимаете, насколько сильно это все можно было разогнать. Я же прямо сейчас, как вы можете видеть, остановился на такой а-ля гибридной какой-то версии сборки, поскольку я полностью не выкачиваю эпидемию, полностью не выкачиваю бродячую чуму, полностью не выкачиваю на коне бледном. В общем, везде по чуть-чуть дозакинул. Жатву не беру, потому что не нравится
информация, как работает на сервисе, все остальное у нас здесь по базе. Единственное, что есть еще один вариант, когда вы не берете себе удар плети и не прокачиваете данный талант вообще. Я вот все подумываю так и сделать, на самом-то деле, от удара плети отказаться, попробовать побегать. В чем здесь логика? Удар плети стоит 1 руну нечестивости, 1 руну льда. Удар смерти также стоит 1 руну нечестивости, 1 руну льда. И если вы хотите быстро потратить ваши руны, вы жмете либо эту кнопку, либо эту. Да, понятно, удар плети чуть больше дамага, но, блин, удар смерти хилит еще вас на огромное количество хитпоинтов, опять же, учитывая, что на противнике всегда у нас дотки висят. В дамаге вы здесь сильно не теряете, но зато приобретаете огромный дополнительный вампиризм и самохил. Второй же пункт заключается в том, что когда вы нажимаете удар плети, вы тратите 2 руны, да? 1 руну нечестивости, 1 руну льда. Но если вы по отдельности нажмете условно ледяное прикосновение и удар чумы, потратив те же самые руны, да, вы задействуете 2 глобальных кулдауна, но при этом вы заработаете больше силы рун суммарно. А значит, вы сможете прожимать больше кайлов на дистанции. И в целом, как увеличение такого туннельного дамага по таргету, использование отдельных способностей, которые по 1 руне стоят, выгоднее. А удар плети позволяет вам выиграть именно во времени. Потому что, да, 2 глобальных кулдауна или 4 глобальных кулдауна на использование 4 рун, это, понятное дело, гораздо быстрее. Думаю, достаточно подробно и, надеюсь, понятно я вам все объяснил. Если хотите плюс-минус базовый какой-то билдачок, просто откажитесь от таланта на коне бледном, засуньте в эпидемию в 2 и все. Будет вам счастье. Коротенькая интеграция от спонсора farmin.ru. Слышал, там можно прикупить золото как для игры на официальном сервере, так и на приватном. А также валюту для других игр. Уже 6 лет на рынке, более 2000 довольных клиентов. Ну а по промокоду и так выгодные цены становятся еще ниже. Поехали дальше. Символы. Здесь у нас тоже немножко интереснее, чем базовая раскачка анхолика. Вы всегда берете себе символ черной смерти. Это 100%. Увеличиваем урон и самохил от кайла. Вы всегда берете себе символ вурдалака, вторым символом, естественно, чтобы наш чипиздрик был мощнее, бил больше, и хп у него тоже было больше. А вот третий символ, мы сейчас про него поговорим. По базе все и всегда используют символ болезни. Данный символ позволяет вам обновлять время действия всего говна, что вы накинули на противника. И, соответственно, вы за счет одной кнопки, за счет одного глобального кулдауна обновили все время действия доток, да, которые на вашем таргете висят. Это полезно, поскольку вы экономите время, вам не нужно заново эти дотки на противнике настакивать, и, соответственно, вы можете тогда суперэффективно использовать вот тот же удар смерти, чтобы больше хилиться. То есть за счет первого цикла рун вы условно заразили противника дотками, да, нажали удар плети, нажали ледяное прикосновение, допустим, нажали один раз удар смерти, и потом нажали мор плюс кровавый удар, допустим. Все, и на втором уже цикле рун вы можете спамить плетку и нажимать мор. Плюс какой-нибудь дамажный спелл, тот же самый удар крови или вскипание крови, если против вас латники. Это что касается базового геймплея и базовой отыгровочки. Но мне лично так не особо нравится, потому что я все равно хочу, как я уже говорил, постоянно нажимать в противника и ледяные оковы, и удар чумы, чтобы раскидывать лужу на замедление под ним. Как по мне, это гораздо важнее, постоянно мешать противнику, урезать его по скорости передвижения очень импактово. Соответственно, я отказываюсь от символа на мор, потому что я все равно всегда буду держать свои дотки на таргете. Без исключения, без вариантов. Он будет гнить под дотками всегда. Следовательно, у нас возникает вопросик. Если я не использую символ болезни, чем же его заменить? Можно брать символ на антимагический панцирь, особенно если у вас начальный слабый гир, и вам нужно повысить выживаемость своему персонажу. Зеленка, которая и так длится 5 секунд и супер сильным является сейвом против магии у ДКшника, может стать еще сильнее и увеличить время действия на такую мощную способность. Это всегда приятно. Плюс ко всему, помните, что ваш антимагический панцирь еще не только вам сейвит хп и не дает магические негативные эффекты получать, да, персонажу. Он еще конвертирует весь магический урон, который у вас теоретически должен был залететь, в вашу силу рун. Следовательно, вы на 2 секунды продлеваете себе еще и данный положительный эффект. И по итогу получается, что символ на антимагический панцирь не такой уж и плохой вариант. Но мы же с вами идем еще дальше. Для нас бесконечность — это не предел. И ради разнообразия я решил побегать с символом ледяных оков. Мне это на стриме написали, подсказали, что есть такой прикольный символ, и можно потестить. К слову, подписывайтесь на мой ТГ, на мой Twitch, там у нас трансляции, анонс о стримах и все подобное. Символ ледяных оков работает так, что позволяет нашей кнопке, которая изначально депос не наносит, да, в момент прожатия, а именно только доткой заражает, еще в моменте наносить небольшой урон, который скейлится от нашей силы атаки. Я не уверен,
Синергирует ли это с талантом порочность, который также нам увеличивает силу заклинаний, скажем так, за счет силы атаки? Но по идее, это тоже синергировать должно. Мы же можем взять себе символ на ледяные оковы, не бегая в билде Анхолика, правильно? Мы можем себе там Блад ДКшника плюс Фроста собрать и тыкнуть туда символ на ледяные оковы, и, соответственно, талант работать не будет. А значит, что если мы идем в базовую ветку Анхолика, по идее, порочность и символ на ледяные оковы должны работать вместе, сообща. Да, понятное дело, это вам прям супер каких-то приростов по урону не даст, но опять же, если мы говорим, что мы получаем данные цифры депоса из ничего, то почему бы не воспользоваться, почему бы не взять? Мне показалось это максимально интересным, опять же, учитывая, что по моему геймстайлу я постоянно ледяные оковы в противников нажимаю, я вот ледяное прикосновение использую достаточно редко, только под конец, когда нужно там добить противника или если он уже замедлен. Так что я пока что только начинаю тестировать данный символ, не могу вам сказать, что это прям гарантированно лучший вариант. По базе, да, либо символ на мор, символ болезни, либо символ на антимагический панцирь. Малые символы здесь вообще без вариаций. Мы всегда берем себе символ кровоотвода, 100% гарантированно, чтобы не дамажить себя данной кнопкой. Мы берем себе всегда и 100% символ объятий смерти, чтобы когда мы кастовали перерождение и начинали сами себя хилить кайлами, мы могли это сделать в 2 раза эффективнее. Потому что койл изначально стоит 40 единиц сил рун, а тут еще восстанавливается сверху 20 после применения. Больше койлов, больше хила. Ну и вот третий символ, малый, для ДКшника уже опциональный, можно либо вообще ничего не брать. Я себе взял символ воскрешения мертвых, чтобы призывать пэта без учета праха, чтобы с собой в сумках ничего не таскать. Именно на силу, именно на геймплей, на арене это никак не влияет. И третий малый символ можно вот так вообще в принципе не брать, если не хотите париться. Так, ну что ж, по билдачку это все, погнали дальше. Так, по поводу выбора лучшей расы. Именно внешка сейчас не роляет, вы можете брать себе кого угодно, хоть Воргена, хоть Фурии Варгенессу, хоть, я не знаю, Панду, как говорится, вкусняшку, да, сочную вот эту. В общем, да, внешка сейчас не роляет, можете брать себе кого угодно. Но вот что более важно, это созвездие естественной. По базе у нас сейчас присутствуют открытые, да, общедоступные, скажем, созвездия. И VIP-созвездия Golden Edition, либо для тех, кто их, соответственно, задонатил, открыл, либо кто сделал дейлики, потратил месяц своей жизни просто на вот эту вот чухню. И сейчас мы с вами разберем, что у нас тут самое приятное, что самое вкусное. Ну, по базе, опять же, из открытых созвездий, из базовых, мне невероятно сильно нравятся созвездия Феникса. Они же Бладельфы бывшие, но уже занерфленные, и причем достаточно серьезно. Сейчас вам расскажу, почему. Вообще, вкратце, как сейчас работают созвездия на Сирусе. Пассивные эффекты. Написано, что 3, но выбирать вы можете только одну из данных вариаций, и во время боя можно свапнуть. Но потом пойдет КД в 1 минуту, что ли. И по базе здесь у нас присутствует а-ля пассивка на дамаг, пассивка на деф и пассивка на хил. И вот вы понимаете, что бегая за, допустим, созвездие Феникса с пассивкой на дамаг, у вас будут появляться вот эти 3 сферы, вы их подбираете, и у вас будет плюс 3% урона постоянно. Потом у вас начинают жестко пробивать, вы нажимаете все свои классовые сейвы, условно, и хотите прям, ну, по максималке поднять себе все деф-обилки, и еще и переключаете пассивку на обуглившуюся плоть, и, соответственно, на 3% меньше физического депоса там тоже начинаете получать. И, кстати, подобранные бафы будут в это время действовать. Потом прошло КД, по-моему, в 1 минуту, здесь могу ошибиться, вы переключаетесь обратно на дамаг. Но это все хрень, это все пофиг, самое главное, это именно активные способности. Они разделены на ПВПшную и ПВЕшную. Так вот, ПВЕшные способности мы что на арене, что на БГ условно использовать не можем, нам они не интересны, будем смотреть только на ПВПшную. Пламя Феникса, бывший волшебный поток, вызывает немоту у всех целей в радиусе 8 метров вокруг вашего персонажа на 2 секунды, раньше было 3 секунды. И при этом начинает вам не мгновенно, как было раньше, а постепенно, то есть 3 тиками за 6 секунд каждые секунды, восстанавливать ресурсы. В случае ДКшника это, естественно, сила рун. И вот сейчас нам восстановят 45 единиц силы рун. 3 тика по 15, получается 45. А раньше было мгновенно и 60 единиц силы рун. И я вам хочу сказать, что забалансили данную активку действительно хорошо. То есть, во-первых, нам убрали время действия немоты, порезали на 1 секунду. Это грамотно, это нормально. И суммарно понизили нам количество сил рун, которые мы получаем, а именно 45 единиц вместо 60, тоже супер грамотно. И невероятно грамотно то, что не моментально, а в течение 6 секунд. Короче, вот именно данная PvP-шная активка, как забаланшена, мне супер нравится, что бывает достаточно редко. Но, если бы это было все, я бы вот все, просто стоял бы, похлопал, поаплодировал. Было бы супер грамотно. Но ведь они пошли дальше.
они добавили глобальный кулдаун на применение PvP-шной способности. И вот это невероятно душно и, как по мне, невероятно сомнительное решение. То есть сейчас, играя за ДКшника с PvP-шным созвездием Феникса, вы не можете активку прожать в любой момент. Вы ее должны встраивать в ваше ГКД. И сама активка тоже глобальный кулдаун вызывает. Йоу! И вот это уже серьезный нерв. А вот у созвездия Вуду, например, глобальный кулдаун активная способность не вызывает. Ну и я не знаю, как будто бы супер странный баланс, если это можно балансом вообще назвать. Лучше уж тогда делать всем способностям глобальный кулдаун, и чтобы для всех способностей он был. Либо у всех способностей его убирать, и уже исходя от этого балансить. А когда у вас одна способность активная не вызывает глобальный кулдаун, другая почему-то начала вызывать его, хотя тоже по сути занерфлена, это уже странно максимально смотрится. Вы просто не представляете, насколько неприятно сейчас играть с активкой, которая на глобальный кулдаун влияет. Это в 3 раза хуже стало, чем было. И даже несмотря на все это, я бы рекомендовал остаться на созвездии Феникса, но вы должны знать все подводные камни, которые вас ожидают. Еще один, в принципе, вариант, к которому можно присмотреться, мне он меньше нравится, лично, вот, да, скажу вам. Но, в принципе, взять можно, почему бы и нет. Созвездие Вуду, а-ля бывшие тролли, но сейчас, опять же, это тоже не важно. Пассивки показываю. То есть, опять же, видите, да, что для ДКшника приятная дамажная пассивка, увеличивающая урон от доток на 5%. Почему бы и нет. Дефтильная пассивка и пассивка на хил, которая, ну, нам не нужна. Активная способность Гнев Лоа. При прожатии повышает нам скорость атаки ближнего боя, скорость произнесения заклинаний у нас и наших питомцев, вспоминаем Гаргулью, да, на 10%. Плюс за каждые 3% недостающего у нас здоровья эффект будет усиливаться на 1%, вплоть до 10%. То есть потеряли 30% хп, у вас будет уже усиление скорости не 10%, а 20%. Приятно? Приятно. OP-шно, прям гига супер сильно? Не то чтобы. Я думаю, что данную PvP-шную способность можно было бы на фрост ДКшника взять, опять же, вот в билде, который я пропагандирую, да, с недиспелимыми дотками. Вот это было бы прям реально вкусно. То есть вы себе еще и скорость атаки увеличиваете, что для фроста невероятно важно, да? Потому что у него там урона супер до хрена становится. Так еще и дотки также будут увеличенно дамажить. Но, в принципе, и на анхолика брать можно. Теперь переходим к донатным созвездиям. Здесь стоит присмотреться к созвездию Ящера. В принципе, как будто бы самое сильное сейчас созвездие на любого милишника, ну и на ДК, наверное, не исключение. Во-первых, уникальная особенность всех донатных или открываемых, да, созвездий заключается в том, что у нас есть дополнительная пассивка. То есть у нас у базовых всегда 3 пассивки, здесь всегда 4. И она как бы общая. То есть вам дополнительные статы накидывает. Считайте, плюс 1 черный бриллиант себе вставили. Но это ладно. Если мы говорим про пассивные способности, атакующая увеличивает нам урон на 2%. Дефательная способность, он там немножечко оттягивает получение урона. И пассивка на хил, которая нам не так важна. Активная способность. Вот это вот уже да. При активации ваша вероятность критического эффекта в ваших питомцев увеличивается на 15%. И также мы можем разогнать этот эффект еще на 10% при потере здоровья на 30%. То есть максимально 25 увеличения крита. Плюс ко всему, пока длится эффект, а именно 12 секунд, вероятность уклонения противников для вас и ваших питомцев снижается на 10%. Короче, бодренькое такое созвездие, сами видите, сильное, но я бы рекомендовал вам к нему присмотреться. Подводя итоги, кратко. Из базовых созвездий мне максимально нравится созвездие Феникса, несмотря на то, что занерфлена активка и вызывает глобальный кулдаун теперь. Также можно присмотреться к созвездию Вуду. Если мы говорим про платные /открываемые, то, наверное, созвездие Ящера все-таки будет таким самым мощным. Поговорим немножко про шматье, народ. Значит, смотрите, в целом, если вы не хотите слишком сильно париться, либо вам лень, либо вам влом и так далее, можно вообще на все забить и просто покупать себе весь PvP-шный гир, и оружие, и, я не знаю, аксессуары, и шеи, и все подряд. Просто собирая себе сет гладиатора и вообще в ус не дуть. Но если вы хотите максимизировать свой потенциал, да, то тогда у нас какие, соответственно, есть важные параметры. Опять же, немножко вас предупрежу, что начальный комплект брони гладиатора лучше вообще не покупать, потому что вы не можете потом его апгрейдить за жетоны. И, соответственно, для вас данный комплект будет просто потеря ресурсов, потеря очков
арены или очков чести. В этом плане лучше немножко потерпеть и начать собирать себе уже сет за счет смертоносного гладиатора. Так вот, по шмоткам, да, соответственно, как мы собираем себе анхолика? Всегда берем себе аксессуары ПВПшные, а именно знак различия, как тринкет, который диспелит станы, ну и весь контроль, в принципе, да. И еще второй аксессуар мне вот нравится, допустим, который накидывает антихилящий щит по таргету и понижает эффективность исцеления у этого таргета еще тоже на 6 секунд. Но если вам данный релик не нравится, вы можете, в принципе, его заменить на любой другой, который увеличивает вам силу атаки. Ну, имеет прок, да, который повышает вам силу атаки. Дальше, соответственно, говорим про основные элементы экипировки, а именно шлем, наплечники, нагрудник, штанишки и перчатки, которые вот они, я их просто не надел. Это мы покупаем себе именно PvP-шным гиром. Во-первых, тут у нас еще и эффекты идет за бонус комплект, да. 4 сетовые комплекта надеваете, у вас активируются, ну, скажем так, пассивки, которые за счет экипировки, да, персонаж получает. Реликвию, которую мы носим, мы тоже покупаем себе PvP-шную, поскольку именно она на Сирусе позволяет там увеличивать урон с Кайла и с ледяного удара, да, если мы говорим про Фрост ДКшника. Ну и, короче, все остальные шмотки тоже себе берете PvP-шные, за исключением колец, за исключением шеи и за исключением двуручного оружия. Опять же, повторюсь, если вам влом все это дело фармить, и вот как я, например, да, я себе буду только двуручный меч там или топор получать PvE-шный. Все остальное, скорее всего, я буду просто PvP-гиром заполнять. Но вот опять же, шею вы можете себе фармить на острове Кильданас, да, потом тоже ее улучшая, еще дополнительно фармля все это дело, да, илики постоянно делая. Кольца, насколько я знаю, одно бисовым считается кольцо от кровопролития, да, которое можно купить за очки доблести, плюс за голдишку. Второе колечко, которое фармится на Долгороде, символ воителя, да, тоже с проком на увеличение силы атаки. Оружие двуручное также, можно колотушку себе на том же самом Долгороде фармить. Но опять же, учитывая, что сейчас на Сирус ввели систему мифик плюс подземелий, можно и в них себе тоже фармить сильные PvE-шные шмотки, как минимум оружие. Как минимум в подземке, например, сетекские залы, если мы выберем героический даже вариант, да, и просто убьем ласта там несколько раз, нам может выпасть вот такая невероятно вкусная двуручная пушка, жнец, воронье крыло. 3 гнезда, которые мы можем заполнить камушками на силу, ну, вы понимаете, насколько это много. И, в принципе, изначально тоже неплохие статы на силу, скорость и меткость. Но посмотрите, насколько приятная пушка. И это мы сейчас говорим именно про поиск случайных подземелий, то есть вот можно выбрать враги Шатрата, и там вот будут сетекские залы, убиваете ласта, роляете себе условно двуручку. Но также еще присутствуют эпохальные подземелья. Если мы сходим, ну, к примеру, вот в крепость Дракторон, то нам здесь может выпасть двуручка, которая в зависимости от уровня ключа также будет расти по итем левелу, и по итогу еще окажется сильнее, чем тот самый топорик, блин. Потому что я вот не уверен, можно ли сейчас в эпохальных плюс подземельях закрывать сетекские залы, насколько я вижу, их здесь нет. Но зато да, в других подземках можно там эпохальный плюс 12 ключей или 15 закрыть, и вам такая двуручка выпадет, что мало не покажется. Это я к тому, что сейчас PvE-шные вот эти эпохальные плюс подземелья вам, по сути, урезали обязательность вот этих всех дейликов и возможностей фарма, там, Толгорода и так далее. Вам не обязательно выбивать себе, да, двуручную колотушку вот эту, потом апгрейди ее за счет каких-то дополнительных баджей, вырезая там гнезда и т.д. и т.п. Можно просто закрыть высокий ключик, выбить себе какую-то тоже вкусную максимально двуручку и с ней бегать. А работает это все почему? А потому что нам главное набирать верные характеристики. По базе изначально мы должны себе в любом гире, в любом шмоте нафармить 5,5% меткости. То есть мы идем в характеристики нашего персонажа, открываем ближний бой, наводим на меткость, смотрим. Вот у меня сейчас 5.34 меткости. Нормально. В идеале, что было 5,5. Больше не нужно. Вторая, самая важная для нас характеристика, находится в магии. Тоже выбираем меткость, но это уже немножко другая. И здесь должно быть 135 единиц проникающей способности заклинаний, 135 пенетры. Опять же, 135 это хардкапом считается, выше смысла набирать нет, чтобы даже в любых ситуациях, при максимальных там сопротивлениях условного паладина, вы все равно спокойно все пробивали. В защитных характеристиках устойчивость будет у нас набираться и расти по мере того, как будем качать себе наш PvP-шный гир. Как вы можете видеть, у меня сейчас половина шмоток PvE-шная, поэтому устойчивости маловато. В идеале там ближе к косарю. Подобрать, поднять, и будет прям вообще шикарно. И все остальное, когда вы набрали 5,5% меткости, 135 единиц пенетры и плюс-минус косарик устойчивости, вы закидываете себе в силу. То есть все гемы вы начинаете себе закидывать на силу, красное. Усиление вы начинаете себе тоже в силу закидывать. И, в общем, максимально шмотки пытаетесь на силу себе заработать. Условно, при выборе двуручки, когда она будет вам там падать, чем больше силы, тем, соответственно, лучше. По поводу чарок на наши шмотки. Во-первых, вы заходите на аукцион,
заходите в расходуемые предметы, улучшения. И здесь уже начинаете искать то, что вам по карману, потому что условно вон присутствует чарка какая-нибудь на 6000 золотых, но вы, естественно, себе ее покупать не будете, когда у вас, я не знаю, в карманцах всего 4000 лежит. Ну, чародейскую нить я, к примеру, привел, потому что она нам не нужна как ДКшнику, но тем не менее. То есть вот вы вводите поножи, понимаете, что вот все доступные чарки для ваших штанишек, и уже выбираете по мере соотношения, да, эффективности и стоимости. Но опять же, давайте на примере штанов разберем. Вот есть вариант, самый дорогой. Увеличивает нам устойчивость на 60 и выносливость на 42. Ну, то есть чарка, увеличивающая статы выживаемости. В принципе, прикольно, но, блин, 4200 как-то, смотрим, многовато. Идем ниже. Шмотка на выносливость и ловкость. Вот это нам точно нахрен не надо. Идем еще ниже и видим, опа, чарка, которая увеличивает силу атаки на 112 и рейтинг крита на 33. Чарка на дамаг стоит 2500, да, тоже кусается, но уже не 4000, давай-ка я ее куплю. Берете и покупайте. Есть, например, такая же, но подешевле. Вот 555 голды стоит, например, тоже можете себе ее взять, если такой вот большой суммой не располагаете. Из того, что я вам рекомендую зачарить и прям гарантом нужно брать, это, допустим, чарка на плащ, увеличивающая нам проникающую способность заклинания на 52 единицы, что очень много и стоит достаточно дешево. Нагрудник я себе зачарил на 30 устойчивости, тоже достаточно дешево. А чарки на шлем и на наплечник мы покупаем на озере Длинных Оков. Вот они данные, сила атаки устойчивость. Если ваша фракция выиграла, прилетаете у тролля. Соответственно, берете, если за Орду, если за Альянс, ну там, не знаю, какой двор стоять будет. Двуручное наше оружие, народ, мы чарим, опять же, нашей классовой фишкой, а именно гравированием. Мы выбираем себе руну Павшего Рыцаря, подходим к кузне рун в Акерусе, нажимаем гравировать, выбираем себе, соответственно, наш топорик, наш меч двуручный, смотря что у нас, и данную чарку накидываем на наш Sword. Все остальное на аукционе просто смотрите, если статы верные, если статы важные, и при этом не сильно дорого, тоже покупаете. Там вот на штанишки что-нибудь, на запястье и так далее. Чарка на наше оружие идет за счет профессии, об этом чуть позже поговорим, в блоке, соответственно, профессий. По поводу гемов, которые мы в наши шмотки вставляем. Самое главное, это, естественно, добрать необходимый кап статов по меткости и по проникающей способности заклинаний, про которые мы уже поговорили. И вот если вам чего-то из этого не хватает, вы, учитывая вашу чарку на плащ, начинаете синие гемы вставлять. То есть я вот, например, себе в перчатке раз синий камушек ставил на проникающую способность заклинаний, в штанишки второй и третий, по-моему, куда-то в нагрудник, да. Вот у меня 3 синих гема на Пенетру, соответственно, по итогу получилось почти 135, но 127 тоже нормально. Меткость у меня, например, набирается чисто за счет ПВЕшного гира, который я себе брал. То есть у меня там быстрый старт был ПВЕшный, соответственно, и все. Я ни один желтый гем на меткость себе не засовывал, потому что у меня меткости и так хватает. И, соответственно, нахрена мне гемы такие брать? Главное, это выбрать нам метовый сокет. Если мы хотим себе использовать метовый сокет, который прямо сейчас я использую, да, на крит удар плюс крит урон, соответственно, в процентах, самый такой, наверное, OP-шный метовый сокет. И вот ему, чтобы он работал, необходимо хотя бы 2 гема синего цвета иметь в нашем снаряжении. У меня эта потребность закрыто, у меня даже 3 синих гема есть, поэтому все нормально. Главный метовый сокет работает. Следовательно, если мы набрали меткость, набрали пенетру и выполнили условия для метового сокета, все остальные гемы просто красные вставляем себе на силу. Чем больше силы, тем нам лучше, тем больше у нас будет урона. По поводу профессий. У меня они на данном персонаже до конца не вкачаны, но смотрите, если мы говорим про Сирус, у нас 4 профессии на выбор доступно. Первые 2 профессии я бы всегда брал: кузнечное дело и ювелирное дело, потому что кузнечное дело позволяет нам вырезать дополнительные гнезда в наручах и дополнительные гнезда в перчатках. Вот гнездо в наручах, гнездо в перчатках, 2 рецепта. Соответственно, у вас просто тупо больше места под гемы появляется, 2 дополнительных слота. Куда вы закидываете нужные вам, соответственно, камушки. За счет ювелирного дела мы можем в наше снаряжение вставлять не обычные камни, а усиленные. Ну, то есть там не 20 силы, а 40 силы мы сможем получить. И вот 3 таких гема доступны за счет вкачанного ювелирного дела. Оставшиеся 2 слота под профессии можно заполнять по-разному. Я для себя выбрал, допустим, инженерное дело плюс кожевничество. За счет инженерного дела, во-первых, можем себе скрафтить нитроускорители, которые будут работать в подземельях, в открытом мире и на БГ, а именно вот мы прожимаем, начинает наш персонаж так вот быстро бегать, соответственно. Ну, как вы могли видеть, да, люди используют часто. Для арены инженерное дело нам позволяет зачарить перчатку нарукавной зажигательной ракетницы, которая каждые 45 секунд стреляет по таргету. Да, этот урон
не скейлится и в дальнейших сезонах будет послабее, понятное дело, но в любом случае дополнительный нюк, дополнительная кнопка, которую можно кидать ради урона каждые 45 секунд, достаточно приятно. Четвертой профу я бы себе взял кожевничество, потому что возникает возможность зачарить наручи на силу атаки, ну просто дополнительные статы. Еще, как вариант, можно не брать кожевничество, можно взять типа портняжное дело, тогда появится чарка на плащ, но мы уже не сможем использовать чарку на плащ, которая дает пенетру, проникающую способность заклинаний. И видите, здесь уже, мне как-то не хочется от этого отказываться, поэтому да. Я бы для себя взял, опять же, повторюсь, кузнечное дело, ювелирное, инженерку и кожевничество. Вот вам демонстрация, как сейчас максимально неприятно работает пламя Феникса. Видишь, я нажимаю свои кнопки, вот здесь вы, кстати, можете видеть, какие кнопки я прожимаю. И глобальный кулдаун вызывается на нашу активную PvP-шную способность. Боже, как же это неприятно. То есть я не могу условно нажать койл и сразу же, видишь, кликнуть пламя Феникса у меня никак не получается. Плюс ко всему, после прожатия самого пламя... Все, сори, это же Сирус, тут нельзя нажать на манекене. После применения пламени Феникса также возникнет глобальный кулдаун. То есть и до, и во время применения. И это душно невероятно. Значит, все, что касается а-ля геймплея, а-ля вот бурстовой ротации и так далее, как мы работаем по нашему противничку. Понятное дело, все зависит от ситуации, но в среднем мы всегда заражаем противника нашей доткой ознобом за счет применения либо ледяных оков, либо ледяного прикосновения. Я всегда жму оковы, опять же, учитывая, что я играю с символом на ледяные оковы, тем более. И вторая дотка, а именно чума, у нас заражается противник за счет удара чумы, который мы в него клацаем. Поскольку я не использую символ болезни, видишь, у меня дотки не обновляются. Потому что у меня символа нет, соответственно, это и не работает. Но мне это не надо, потому что я постоянно их и так накладываю на противника, постоянной проспамкой, ударом чумы и ледяными оковами соответственно. Понятное дело, пока мы эти оковы на противнике держим, мы должны поддерживать еще также дебаф, который называется нечестивая порча. Он не позволяет нашей болезни с противника диспелить. И всякие присты, паладины этого сделать тупо не смогут. И вот таким вот образом мы постоянно продерживаем над противником две дотки, дамажим кайлом, плюс докидываем дотку, которая не дает диспелить наши болезни. И вот таким вот образом по противнику работаем. Наши руны крови можно сливать как на кровавый удар, если у вас мощная двуручка. Если вы играете против латников, если у вас слабая пушка, вы нажимаете вскипание крови, которая дамажит АОЕшно, дамажит магией, и, соответственно, по латникам урона, скорее всего, будет больше. Постоянно поддерживая на противнике озноб, черную чуму и кровавую чуму, мы больно дамажим противника ударом плети и очень много хилимся ударом смерти. Если на противнике доток данных не будет, то у нас вообще не будет хила с удара смерти, и будет гораздо меньше урона с удара плети соответственно. Поэтому да, имейте в виду, что нужно постоянно эти дотки поддерживать. Либо постоянной проспамкой, либо обновляя через действие мором при наличии символа. Плюс ко всему у нас также есть пэт, который может дамажить нашего противника. Можно выставлять на автокаст способность цапнуть, можно ее убирать ради того, чтобы у вас не возникал глобальный кулдаун, и пэт мог всегда прыгнуть к вам, например, или прыгнуть к противнику, подстане его. Но если вы понимаете, что это все вам не понадобится в ближайшее время, просто ставите на автокаст способность цапнуть, и ваш пэт бьет манекеныч. Я для этого использую макросы. У меня на самом деле для анхолика до хрена макросов. У меня есть отдельный для этого видос. Сейчас не буду здесь про это все прям расписывать, потому что, реально надолго уже затянется. Если в моменте вы понимаете, что у вас очень много сил рун, если вы понимаете, что вам не нужно будет хилиться и не нужно будет смертельным союзом, допустим, жрать своего вурдалака, вы можете, опять же, допустим, прыгнуть как ко мне, так и к противнику, подстанить таргет и нажать взрыв трупа. Благо, починили макрос, теперь можно работать с этим, потому что какое-то время, дня 2 или 3, может даже больше, на Сирусе макрос на взрыв питомца не работал, и вы своего пэта взорвать тупо не могли. Это печально. Еще одна фишка, связанная с нашим питомцем, заключается в том, что можно переагривать гаргулью. То есть вы, когда призываете гаргу, вы призываете ее на таргет. И если вы хотите, чтобы этот таргет она сменила, вы также меняете и таргет у вашего питомца. Например, на другой манекен, вот я вот вам мышкой нажму, атаковать. У меня пэт побежал бить тот таргет, и гарга полетела тоже бить тот таргет. Если я хочу, чтобы он вернулся сюда, я снова перенаправляю моего пэта, и гарга также начинает бить данный манекенчик. Кстати, смертельным союзом вы можете съесть не только своего питомца, но также и еще можете съесть гаргулью. Вот видите, я сначала пэта взорвал, потом гаргулью съел. Поскольку я уже прожал усиление рунического оружия, про него и поговорим. Данную способность невероятно долго кэдэжить, целые 5 минут. Считаю, уже арена может закончиться, а у вас кнопка так и не откатится. Поэтому я рекомендую использовать эту кнопку очень ситуативно и с умом. Не просто под конец вашей ротации, когда вы условно все руны свои потратили,
Нажали там мор, нажали кровавый удар, все, у вас рун нет. Вот сейчас нажимать просто так усиление рунического оружия не надо. Только в моменты, когда вам нужно дожать противника. Если вы видите окно для дамага, если вы понимаете, что вам прямо сейчас нужно весь свой максимальный депос выдать, только в таком случае нажимаете усиление рунического оружия. Если вы понимаете, что даже при учете всех ваших прожатых прямо сейчас кнопок с усилением рунического оружия вам не хватит урона добить противника, кнопку не тратьте. Она слишком долго кдэшится и слишком в этом плане важная, чтобы ее отдавать просто так. С удушением, конечно, тоже та же приколюха. Кдэшится, понятное дело, не 5 минут, а 2, но все равно много. И если вы просто так ее нажмете, и не дай бог, там, не знаю, в резист какой-то она улетит, то это, считай, очень много шансов для вас дальше арену проиграть. Фишка в том, что удушение стоит 1 руну крови, и если вы все свои кровавые руны потратили, то нажать ее вы не сможете в моменте, да? Хотя даже, допустим, вам очень нужно будет это сделать. И иногда есть смысл кровоотвод ради этой самой, кстати, способности удушения прихалдить. Ну, то есть вы нажимаете там все свои кнопочки, у вас нет рун крови, и прямо сейчас нужно сделать удушение. Вы клацаете кровоотвод, нажимаете удушение. Опять же, это все нужно будет чувствовать с моментом, с получением большей, скажем так, наигранности, да, с получением большего опыта вы будете понимать, когда нужно халдить кровоотвод, когда нужно его потратить, и не факт, что вам удушение вообще понадобится. Это все с опытом приходит. Но в целом, да. Опять же, прямо сейчас не хочется слишком сильно заострять внимание. У меня есть видосы, где я отдельно про каждую кнопку рассказываю, там, и когда ее стоит прожимать, когда она максимально полезна и так далее. Самое главное для вас — это поддерживать болезни на цели, обновляя мором, если у вас есть символ, если нет, ну просто прожимая повторно способности. Больше всего дамага у вас вылетает именно с проспамки кайлов. Это самое больное, что вы можете сделать с противником, соответственно. И, естественно, когда дотки на противнике есть, ваши удары плети дамажат больно, ваши удары смерти хилят много. Если доток на противнике нет, то, соответственно, и хила тоже не будет. Кстати, давайте прямо сейчас продемонстрирую. То есть вот, видишь, ни одной дотки на противнике нету, я нажимаю удар смерти, и сама хила нет вообще абсолютно. По поводу пэта, он у вас не должен бегать болванчиком, вы должны его реально контролить, в идеале написать каждый макрос для этого. То есть в идеале у вас должен быть макрос, который включает или выключает автоатаку со способности цапнуть. У вас должны быть макросы, которые позволяют вашему пэту прыгать к вам, прыгать к вашему тиммейту лекарю, чтобы, допустим, трапы охотника ловить вражеского. Также у вас должен быть макрос, который позволяет пэту прыгать к вашему противнику. Сейчас у меня на КД способность. У вас должен быть макрос, который позволяет вашему пэту станить этого самого противника. У вас должен быть макрос на то, чтобы пэта взрывать, на то, чтобы пэтом прожимать деф-стойку, на то, чтобы пэтом атаковать по маус-оверу, а не по таргету, и так далее, соответственно. Но опять же, это уже после того, как вы выучите все основы игры за Unholy ДКшника, уже потом можно будет, да, переходить к более такому углубленному изучению своего питомца и управления им. Напоминаю, что у меня есть отдельное видео по макросам, отдельное видео по всем моим аддонам и настройкам интерфейса. Это все можно на бусте, кстати, глянуть, посмотреть. Ссылочка в описании. Погнали, посмотрим арену. Короче, посмотрим закаточка, которую я отыгрывал на стриме, потом я ее еще и в видос, соответственно, закинул, но сейчас я более подробно покомментирую, скажем так, что здесь происходило. Вот смотри, я вышел под мага с вражеским холли паладином только после того, как у меня хватило сил рун на прожатие зеленки. Иначе я мог бы встать просто в рутах от мага, вот прямо как сейчас, меня мог бы паладиныч подстанить и так далее. Окей, меня маг а-ля забайтил на то, чтобы я побежал за ним, ушел от пиларчиков, вышел в открытое поле, и на самом-то деле с этим нужно быть супер аккуратно, особенно когда вы играете на лоу-гирнутом ПВЕшном ДК, как я вот сейчас в данной катке, у которого устойчивости, дай бог, 200 там наберется. Это еще из тех времен. Соответственно, да. И в open field лучше не выходить без своих сейвов и в идеале без зеленки, понятное дело. Все, я понимаю, что слишком долго я здесь уже не могу как-то выжидать, поэтому призываю Гаргулью, и после этого сразу же гриппаю к себе вражеского пала, кидаю ему немоту, чтобы он мою гаргу, соответственно, не испугал. Чтобы он не прожал изгнание нежити в мою гаргулю. По итогу вот моя гарга просто стоит на фрикасте и дамажит вражеского фростмага вообще full тайм. Паладиныч решил почему-то ее больше не контролить. Это на самом-то деле больше его ошибка, чем наша заслуга. Но тем не менее я от себя сделал максимум. Все, гаргуля у нас закончилась, меня подпробили, питомцы меня заставили, соответственно, съесть. Я отхожу под надгробие, чтобы меня противники не кастовали, жду, чтобы ко мне подошел мой тиммейт. Соответственно, он это и сделал. Все, вот, в принципе, меня хилит. Я стою, жду противничков. Кинул вдаль туда смерть разложения, чтобы не выйти из боя, чтобы у меня не начала падать сила рун. Это тоже такой микромоментик, скажем так. И вообще, в принципе, играя против пачки кастеров, вы очень сильно играете от зеленки. Когда у вас на зеленку КД нет, вы можете поагрессировать. Когда у вас зеленка заканчивается, вот прямо как сейчас, лучше мне туда дальше не идти.
Да, я понимаю, здесь мне сейчас будет очень больно, поэтому перекладываем стойку на стойку льда. У нас больше выживаемости, у нас больше выносливости. Соответственно, да, это позволяет нам побольше пожить. Ко мне бегут противнички. В последний момент подстаниваю мага, чтобы он в меня свободно здесь что-то не кастил. Пытаемся выживать. Мне прокает, соответственно, руна павшего рыцаря. Немножко меня подхиливает. Я заражаю его дотками, начинаю хилиться ударом смерти. Очень хорошо, кстати, залетает массовый эфир от моего приста. Станется вражеский маг. Зачем-то, не знаю, зачем именно мага поставили. Ну да ладно. И по факту мы пережили очень важный момент, когда нас могли убить за то, что мы обратненько отбежали, отошли, пережили. Сейчас можно в обратку уже пытаться пробивать вражеского мага. Данный стан я задиспелил, потому что нужно было уже, соответственно. Очень хотелось сильно потуннелить вражеского фростмага, и упала, заканчивается мана вражеского холика. Я кидаю ему, соответственно, оковы, чтобы немножко подзамедлить, и бегу дальше туннелить мага, понимаю, что у него сейчас все очень даже плохо. Последняя глыба у мага была потрачена. Диспел от моего приста залетает. Отлично, немота в холле паладина, чтобы выиграть время. Продолжаю дальше туннелить мага, заражаем его дотками и смертельный удар. Очень хорошая катка, как по мне. Показательная, приятная, прикольная. Вот такой вот вышел видос. Народ, пишите ваше мнение в комментариях, что думаете по данному поводу. Кстати, можете подписаться на мой ТГ-канал. Там у меня в закрепленных сообщениях лежит зипник со всеми моими аддонами. Но если уже видос по настройкам хотите посмотреть, это есть на бусте. Все, и будем завершать. Всем желаю удачи, всем прогрессии в PvP, в PvE, народ. Всем на сегодня. Пока.